Давайте посмотрим, какой он внутри. Ой, это же красота! Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим невероятную вкусняшку с вишней. Это будут такие пирожки с хрустящим тестом, как в Макдональдс, или даже намного лучше и вкуснее, чем в Макдональдс. Берем 400 граммов вишен без косточек, свежих или замороженных. У меня замороженные. Добавляем 80 граммов сахара. Нагреваем, пока вишни и сахар растянут. Тем временем берем 25 граммов кукурузного крахмала, 60 миллилитров воды и растворяем крахмал в воде холодной. Перемешиваем, чтобы не было грудочок. Вот смотрите, у нас уже процесс пошел. Теперь дожидаемся, пока вишня с сахаром закипит. Вместо вишни можно использовать другие ягоды, но лучше всего будет с вишней, потому что она имеет вот такой вот кислый оттенок, который идеально сочетается с сахаром и с хрустящим тестом. Когда масса у нас начинает закипать, вливаем крахмал с водой. И тоже дожидаемся, пока все закипит. Перемешиваем. Когда закипит, проварим еще где-то 30-60 секунд, чтобы крахмал у нас заварился. Вот смотрите, процесс пошел. Какая у нас замечательная густая масса получается. Сейчас вы увидите первые пузыри кипения. Обязательно провариваем вот 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился и не было привкуса сырого крахмала в готовой начинке. Вот смотрите, пузыри кипения пошли, и теперь перемешиваем и завариваем крахмал. И готово. Это все делается очень быстро и просто, наверное, на все ушло где-то минуты 4. Посмотрите, какая густая начинка вишневая. Перекладываю ее на отдельную миску, чтобы быстрее она остыла. И после остывания она станет еще гуще. Но уже по консистенции вы видите, что она такая же, как и в пирожке из Макдональдса. Для теста берем 160 граммов муки, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки сахара. Немножко перемешали, и теперь берем 85 миллилитров кипятка и 1 столовую ложку растительного масла. Тоже перемешали и вливаем сюда кипяток. Начинаем замешивать. Сначала вот так вот ложкой, пока немножко остынет тесто. И теперь будем замешивать руками. Так, почти вся мука уже вошла в тесто. Вымешиваем буквально 2-3 минутки, пока оно станет однородным. Вот такое замечательное тесто, как видите, оно не липнет совсем к поверхности. По сути, такое же тесто используется и для приготовления чебуреков. Поэтому сегодня мы с вами готовим как бы чебуреки с вишней. Их можно и сделать в форме чебуреков. Посмотрите, как у нас мало теста и как много вишневой начинки. Теперь нужно, чтобы тесто отдохнуло, клейковина набухла, и с ним тогда будет намного проще работать. Кладем его в эту вот миску. Сверху можно накрыть пищевой пленкой или вот этой миской, чтобы не тратить пищевую пленку. И оставляем в вот таком виде где-то на 20 минут. Разделяем тесто на 7 частей, а 8-я часть, то есть 8-й пирожок у нас будет сформирован с обрезков. 4. Каждую часть теста округляем. Сначала вот так вот я делаю, потом вот так вот. Чтобы тесто не заветривалось, накройте его полотенцем или миской. Я просто переверну миску вот так вот и накрою сверху. Смазываем поверхность растительным маслом, берем один шарик теста и раскатываем его в круглую лепешку. Стараемся раскатать вот такой небольшой прямоугольник, вот как 2 мои ладошки. И выкладываем на одну часть, 1/8 часть начинки. Вот сюда. Накрываем этой частью теста. Теперь вот так вот выпускаем воздух и проходимся по этому краю. Пальцем. Обрезаем края теста. Проверяем, хорошо ли разогрето масло. Видите, от него идут мелкие пузырьки.
значит можно обжаривать. Но не делайте слишком сильный нагрев, чтобы пирожки не сгорели. Аккуратно выкладываем от себя. Обжариваем на несильном огне где-то 2 минуты с каждой стороны до румяности. Вы увидите, как они начнут румяниться. И пока один пирожок жарится, формируем второй. Сейчас мы этот перевернем, а второй закладем, чтобы он обжарился. И будет очень удобно доставать и формировать все параллельно. Переворачиваем. И обжариваем еще 2 минуты. Начинка у нас с вами готова, поэтому нам главное зарумянить тесто. Пока этот обжаривается с другой стороны, закладываем еще одного. Теперь перекладываем готовый пирожок на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. И так мы с вами постепенно одни формируем, другие обжариваем. Пирожочки будут готовы очень быстро и просто. Также, если у вас есть время или возможность, или кто-то еще это может делать, можно так вот сверху поливать маслом. Посмотрите, какие тогда будут пузыри прекрасные. Пузырится тесто очень классно. С такого теста можно сделать чебуреки. Ссылку на рецепт чебуреков оставлю в описании. Обязательно приготовьте. Чебуреки тоже получаются потрясающие. Посмотрите, какие отличные пузыри. Замечательно. И такое простейшее тесто. Не нужно ничего, в принципе, все есть всегда и так дома. Вода, кипяток и растительное масло. Посмотрите, какие они замечательные получились. Пупырчатые, куча начинки и совсем тоненькое хрустящее тесто. Давайте посмотрим, какой он внутри. Ой! Это же красота! Еще и вишенка выпала, а было бы еще больше. Ну а теперь давайте попробуем. Извините, но удержаться просто невозможно. Это очень вкусно, кисло-сладкая начинка, которой очень много, и хрустящее тесто. Если хотите, можно сверху еще посыпать сахарной пудрой, чтобы и тесто было слегка сладковатое. Можно добавить больше сахара в вишневую начинку, но я специально делала не слишком сладкую начинку, чтобы было не так приторно, как в Макдональдсе. Классный рецепт, обязательно попробуйте, делается очень легко и просто. Вот такие вот пирожки-чебуреки с вишней. Супер! Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.